Если вашему ребенку кажется, что объяснения в школе скучные, а вопросы глупые, это не совсем его вина, это чаще всего проблема системы. Но у меня для вас есть решение, которое изменит все. Сегодня я поделюсь с вами тайным оружием родителей и покажу, как создавать гениальных репетиторов для вашего ребенка, который не будет стоить вам ни копейки. Кстати, если вы здесь впервые, меня зовут Ольга Старшая. А если вы мой любимый подписчик, то знаете, что меня не было тут давно, но я очень рада вернуться. Теперь на моем канале будет много видео с моими находками, как я использую ИИ для саморазвития, образования и вдохновения. И, кстати, коучи и психологи, не разбегаемся. Для вас я тоже приготовила много чего интересного. Это пушка-бомба. Итак, как создать такого репетитора? Друзья, мы будем использовать с вами нейросеть Gemini от компании Google и будем пользоваться исключительно бесплатными функциями, то, что доступно на бесплатном тарифе. Обычные чат-боты слишком универсальны. Они знают все, но не понимают, что именно нужно вашему ребенку. А нам нужен личный репетитор, который понимает, что такое конкретный предмет в конкретном классе. И я покажу сегодня, как превратить Gemini в идеального эксперта, который будет понимать вашего ребенка и объяснять сложное простым языком. Итак, мы начинаем с самого главного, с промпта, или, как я это называю, инструкции для гения. В нем мы дадим нашему ИИ 3 основных задания. Назначим ему роль, создадим ему базу знаний и зададим ему стиль общения. Давайте попробуем, как мы можем это сделать. Друзья, я надеюсь, у вас есть Google аккаунт, и вы в курсе, как использовать, как входить в него. И для того, чтобы нам попасть в нейросеть Gemini, нам нужно пройти по адресу gemini.google.com. Итак, как же нам создать нашего репетитора? Мы будем использовать функционал нейросети Gemini, создание гемботов. Как туда попасть? Наверняка вы уже, когда пришли сюда, вы увидели вот этот вот интерфейс. Для того, чтобы зайти и создать гембота, переходим вот сюда. Все гемботы. И у нас здесь есть уже готовые гемботы от компании Google, но мы хотим создать своего. Поэтому нажимаем кнопочку «Создать гембота». И видим следующее. Здесь у нас мы вписываем название, сюда мы вписываем инструкции, а здесь мы прикрепляем базу знаний, то есть какие-то... Добавьте до 10 файлов, которые ваш гембот будет использовать в чатах. Их можно в любой момент удалить здесь. Окей. Хорошо, давайте напишем название. Репетитор. Что я тут написала? По алгебре. И напишу 7 класс. 7 класс. Окей. Так, нам нужно дать как минимум 3 инструкции нашему боту. Первая инструкция. Нам нужно сказать, кто он такой. Мы ему напишем. Ты личный репетитор по алгебре для ученика 7 класса. Отлично. Затем мы объясняем нашему репетитору, что именно он должен знать и использовать для работы с нашим ребенком. Пишем ему следующее. Твои знания должны строго соответствовать школьной программе 7 класса. Окей. И, наконец, третья, самая главная инструкция для нашего репетитора – это стиль общения. Давайте-ка я разделю это пустыми строками. И что мы сюда вписываем? Мы вписываем такой текст. Твоя главная задача – объяснять сложные темы простым и понятным языком и быть терпеливым и поддерживающим, не давить и не ругать ученика. Отлично! Но это же еще не все. Нам нужно дать ему материал, по которому он будет нашего ученика репетировать. Для этого я буду использовать скачанный с интернета в открытом доступе учебник. Итак, у нас есть вот такая
Что-то у нас тут. У нас есть тут 4 учебника, но я буду использовать Бунинович. Вот этот учебник. Я его прикреплю. И давайте посмотрим, что... он сейчас подгружается. Тут у нас медленно все происходит. Учебник тяжеленький. Где-то там на пару десятков мегабайт. Так вот он выглядит. Значит, что важно знать про учебники? Учебники должны быть в PDF. Для того, чтобы здесь сохранялось форматирование, текст в нужном формате, да. И самое главное, чтобы PDF был распознанный. То есть весь текст был текстом. Его можно было выделить, а не PDF в виде картинок. То есть такие PDF, которые просто отсканированы картинками, и все. Такой учебник не подойдет. Нужен именно с распознанным текстом, чтобы наш бот мог его читать и использовать. Если он засунуть в него картиночный учебник, это будет вообще не то. Давайте посмотрим. Подгрузилось. Теперь нам нужно обязательно нажать кнопку «Сохранить». И можем переходить к тестированию нашего репетитора. Вот он нам говорит. Репетитор по алгебре 7 класс создан. И можем начать наш чат. Давайте посмотрим еще кое-что важное. Когда вы будете создавать своих репетиторов, вы наверняка захотите для начала их протестировать. И для того, чтобы их протестировать, не выходя из этого интерфейса, чтобы можно было дописывать свои инструкции, мы можем делать это прямо здесь. Вот у нас есть такое окошко, и мы можем прямо ему сюда кидать какие-то файлики, что-то ему даже говорить через микрофон там, и просто общаться. Давайте попробуем протестировать. Сейчас я ему пошлю пустое сообщение, посмотрим, что он нам тут расскажет. Сейчас он анализирует документ, который приложен к нему, собирает всю информацию для себя и выдаст какой-то текст. То есть перед началом работы ему важно это проанализировать, поэтому это может занять какое-то время. Угу. Вот там, что он нам тут выдал. Это файл, учебник по алгебре для 7 класса, который называется «Сфера», бла-бла-бла. И тра-та-та-та-та. В общем, выдал нам кучу какой-то информации. И мы можем с ним разговаривать. Например, можешь мне объяснить, что такое алгебраические выражения? И вот наш репетитор начал нам что-то объяснять. Если нам не нравится, как он с нами тут общается, например, длина текста, да, то есть слишком много выдает текста, слишком он какой-то заумный, то мы можем дописать, дополнить или переписать все эти инструкции, и писать их тут, в общем-то, достаточно много можно. Там хоть целый 10 листов Word стандартным текстом можно вписать сюда. Вот. То мы все сидим здесь и переписываем. А здесь мы тестируем нашего бота. Но давайте я вам покажу на примере уже созданного мною бота, что с этим ботом, что с этим репетитором можно вообще делать. Погнали! Ну что, друзья, перейдем к тестированию нашего бота. Для того, чтобы его запустить, сначала вы попадаете в Gemini. У вас вот такой вот интерфейс. Скорее всего, здесь новый чат какой-то вам предлагается запустить. Для того, чтобы найти бота, вам нужно зайти вот в эту вкладку «Все геймботы». Сверху вы видите стандартные геймботы от компании Google, а внизу боты, которые создавали вы. Если вы его запустите отсюда, то здесь у вас появится этот бот, и вы можете его закрепить. У меня он закреплен, ну вот так вот вы его можете закрепить. И приступим к его тестированию. Ну что ж, для начала не нужно ему ничего писать, стартуем его с пустым сообщением.
посмотрим, что он нам скажет. И поскольку я не очень представляю, что там изучают семиклассники по алгебре, поэтому я воспользуюсь вот таким вот учебником. PDF-версии, да, для того, чтобы что-то у него спросить. Да, и вот, кстати, я бы хотела протестировать на вот этой теме. Я ее скопирую. И давайте посмотрим, что он там нам написал. Привет, я твой помощник по алгебре, что будем изучать сегодня. Ты хочешь разобрать новую тему, поработать над домашним заданием, или есть конкретные вопросы, и как мне лучше к тебе обращаться? Когда вы его запускаете впервые, он у вас спросит вот этот вопрос, как обращаться. Поэтому я ему представлюсь. Меня зовут Ольга. Объясни мне эту тему. Так, подстановки. Угу. Отправляем, смотрим, что он нам тут напишет. В зависимости от времени суток и скорости вашего VPN, скорость ответа будет зависеть, в общем, от этих факторов. Ну что ж, он нам тут что-то проанализировал. И смотрим. Отлично, Ольга. Буквенные выражения — это одна из главных тем в алгебре. Я рад, что мы с нее начнем. Представь, что у тебя есть какая-то задача, в которой числа постоянно меняются. И что дальше? Так, меняются числа. Так, это похоже... Он воспринял мою букву «и» как что-то там. Правильно, Ольга. Это похоже на рецепт, где вместо конкретных цифр, например, 2 стакана муки, мы используем буквы. Эти буквы или переменные могут обозначать любое число. Например, пусть А будет количеством стаканов муки. Тогда как если ты меняешь А, ты получишь другой результат. Понятно? Давайте напишем, что мне не совсем понятно. Покажи на другом примере. Хотя мне понятно было, но вдруг ребенку непонятно. Давайте посмотрим, что он нам скажет. Хорошо, давай представим, что ты и твои друзья хотите купить пиццу. Стоимость одной пиццы 400 рублей. Если вы купите 2 пиццы, вы заплатите 400 умножить на 2. Если 3 пиццы, то 400 умножить на 3. А если вы не знаете, сколько пицц купите, то можно обозначить их число, их количество буквой, например, n. Тогда стоимость покупки можно записать как 400 умножить на n. Это и есть буквенное выражение. Все, теперь доступно. Да. Теперь реально помогло. Я думаю, что это реально очень понятно. Отлично. Значит, буквенное выражение — это запись, в которой кроме чисел есть хотя бы одна буква. Теперь представь, что вы все-таки решили, что купите 5 пиц. Что нужно сделать с нашим выражением? Видимо, подставить n вместо n 5. Давайте ему напишем 400 умножить на 5. Хотя там x он использует, бог с ним. Так, абсолютно верно. Ты заменила букву n на число 5. Такой процесс называется числовой подстановкой. А получившееся выражение 400 умножить на 5 числовым выражением. Как ты думаешь, что нужно сделать дальше, чтобы узнать, сколько стоит 5 пиц? Умножить? Давайте напишем посчитать. Давайте буду просто писать ему, что он мне спрашивает. Потому что можно было просто ответ сразу написать. Конечно, нужно просто посчитать значение числового выражения. 400 умножить на 5. Сколько это будет? По-моему, 2000, да? Я уж точно не помню. Я уже разучилась считать, поэтому посмотрим. Совершенно верно, ты нашла значение выражения. Ну что, Ольга, попробуешь решить похожее задание? Давай. Заметьте, он общается со мной достаточно короткими какими-то сообщениями, которые легко воспринимаются и легко читаются. Так, молодец, вот твое задание. Он мне еще и хвалит за то, что я еще не сделала. У тебя есть буквенное выражение А плюс 2Б.
найди его значение, если А равно 7, а Б равно 3. Какое число у тебя получится? Давайте мы ему напишем просто ответ, как будто бы я все это произвела в уме, а посмотрим, что он нам скажет. Так, А это у нас 7, а Б это 3. Значит, 2 умножить на 3 это 6. Так, 6 плюс 7 это 13. Да? Вроде да. Ну, давайте мы просто ответ напишем и все. Так. Верно, отличная работа. Ты заменила А на 7, а Б на 3. Получила 7 плюс 2 умножить на 3. А потом правильно все посчитал. У тебя все получилось. Как ты думаешь, почему важно соблюдать порядок действий в таких выражениях? А я почему знаю? Давайте спросим. Не знаю. Ну, то есть, я знала, как правильно порядок действий, но, скорее всего, дети могут сделать ошибку. Они сначала сложат, а потом умножат. Но, видите, он все равно меня вернул к этому, даже при правильном ответе, и он у меня об этом спросил. И вот он мне говорит, все в порядке, давай разберемся. Порядок действий – это, как правило, игры. Они нужны, чтобы все получали один и тот же ответ, иначе может возникнуть путаница. В выражении 7 плюс 2 умножить на 3 сначала всегда выполняется умножение, а потом сложение. Если бы ты сначала сложила 7 и 2, а потом умножила на 3, то получила бы другой результат. Попробуешь еще раз найти значение выражения 10 минус 2k, если k равно 4. Ну, он нам уже объяснил порядок действий, поэтому давайте мы ему сразу напишем, как бы я это делала. Минус 2 умножить на 4 равно, давайте распишем, 10 минус 8 и равно 2. Ну, это мой ход мысли, я ему изложила. Хочу посмотреть, что он мне на это скажет. Хотя могла бы просто посчитать и выложить просто 2. Так, у нас что-то пошло не так. И такое бывает, когда срывается соединение. Если VPN ключ, давайте еще раз ему отправим. И посмотрим, что он на этот раз даст. Ой, именно так, правильно. Ты сначала умножила 2 на 4, потом вышел результат из 10, у тебя все отлично получается. Блин, он меня так хвалит, что прям аж не по себе. Мы с тобой разобрали, что такое буквенное выражение, как делить числовые подстановки, чтобы найти их значение. И как делать числовые подстановки, чтобы найти их значение. Ты очень внимательный и быстро все схватываешь. Особенно мне нравится, что ты не боишься делать попытки, находишь верное решение. Спасибо, друг. Блин, очень приятно. Предлагаю на этом закончить и сделать перерыв. Отдых очень важен, чтобы мозг успел все разложить по полочкам. В следующий раз мы можем разобрать, как упрощать буквенные выражения или поработать над заданиями из твоей домашней работы. Что думаешь? Кстати, классная идея. Давайте потестируем его на предмет выполнения заданий. У нас же в учебнике тут наверняка есть какие-нибудь задачки, и мы можем к нему с этим прийти. Так. Ну что, давайте проверим, как наш бот справляется с домашним заданием. Я, пожалуй, попробую это сделать в отдельном чатике, чтобы тут не засорять. И просто я ему напишу сразу имя, он попросит меня представиться, и как я буду ему давать домашнее задание. У меня есть такая программка, она встроена в Windows. Это штучка для скриншотов, для создания скриншотов. Я его копирую и никуда не сохраняю, просто копирую и говорю ему: помоги мне с домашкой. И сюда клавишами Ctrl-V вставляю сразу из буфера наш скриншот. Отправляю. Посмотрим, что он мне на это скажет. Так. Я выложила выше картинку. Все. Он сразу не понимает, что я ему уже выложила картинку. Ну, пофигу. Сейчас он анализирует само изображение, и посмотрим, что он мне выдаст. Так, ага, вот он распознал задание. Так, и моя задача сейчас свериться с учебником. Давайте я вот так вот его как-нибудь поставлю.
рядышком, да, и проверю. 8, угу, эта строчка правильная, Б, это правильно, и это правильно. В, это правильно. Ну, все, будем считать, что он все правильно распознал. Надо подтвердить, да, все верно. И смотрим, как он нам поможет разобраться с этой домашкой. Так, отлично. Давай начнем с первого примера. Он находится под буквой А. В нем у нас 3 выражения. В каждом из них есть степень. Помнишь, что такое степень числа? Ну, давайте представим, что не помню. Нет. Вдруг он что расскажет. Ну, или я протупила на уроке. Ничего страшного, сейчас все вспомню. Степень — это когда мы умножаем число само на себя несколько раз. Например, 7 во второй степени читается как 7 в квадрате, или 7 во второй степени. Означает, что мы умножаем 7 на 7. То есть 7 в квадрате равно 7 умножить на 7. Понятно, что такое степень? Ну да, теперь понятно. Окей. Вспомнила, что учитель говорил на уроке. Отлично, тогда давай вычислим. 7 в квадрате сколько будет? 7, 7, по-моему, 49. Я уже таблицу умножения, возможно, забыла. Ну, давайте сверимся. Вдруг я не... Это... Угу. Значит, помню еще. Ты абсолютно права. 7 и 9 равно 49. Теперь давай вернемся к первому выражению. 8 плюс 7 в квадрате. Мы уже знаем, что 7 в квадрате — это 49. Что нужно сделать дальше? Ну, давай прибавим 8 плюс 49 и сразу напишем равно. Что там равно? 57, по-моему, да? Я математик великий вообще. Устный счет — это все мое. Мое все. Придумала я вам, на чем показывать репетитор. Ну ладно. Верно, значение первого выражения равно 57. Супер. Ты хорошо справилась. Теперь перейдем ко второму выражению. 8 плюс 7 в квадрате. В нем есть скобки. Что мы делаем в первую очередь, когда видим скобки в выражении? Выполняем действие в скобках. Но я, допустим, не уверена и задаю ему вопрос. Вдруг я неправильно понимаю. Ну, вообще, можно было ответить сразу просто 8 плюс 7, что там значит. Именно, мы всегда начинаем с действий в скобках, да, посчитаем, сколько будет 8 плюс 7, будет 15. И так он нам помогает объяснять, ну, то есть он помогает делать последовательно все наши вот эти примеры. Нам осталось возвести 15 в квадрат, то есть 15 в квадрате. Ну, то есть это 15 будет умножить на 15. А мне так влом считать? А сколько это будет с 4? Может, он нам подскажет? Используем Gemini как калькулятор, а может и нет. Ты мыслишь в верном направлении. 15 в квадрате — это 15 умножить на 15. Не получится счетверить. Ребят, ну ладно, я задействую калькулятор. Только я его не вижу. Вот он. Потому что я уже не помню. Но вообще где-то что-то там 125, наверное. 15 умножить. 225. Все. Так, 225. Ну, у нас детям, наверное, в столбик будут что-то считать. Ну, я калькулятором воспользуюсь. Так, все правильно. 15 умножить на... в 15 в квадрате равно 225. Мы вычислили 2 из 3 выражений. Первое, второе. Вот он нам уже возвращает всю эту. И осталось третье. Что нам нужно сделать здесь? Давайте рассуждать. 8 умножить на 8 плюс 7 умножить на 7 равно 8 на 8, 64, кажется, а 7 на 7, 49. Плюс 49 и равно, значит, 113. Оп, все, посчитали. То есть я ему разложила, как я думаю, но можно было просто дать ему короткий ответ. Так, правильно. Так, 8 на 8, вот он мне объясняет последовательность. Тра-та-та. И 64 равно 113. Отлично, ты справилась с первым пунктом. Мы выяснили, что... И он мне подытоживает. Да? Заметила что-то интересное, когда мы сравнивали результаты? Да не особо. А что там интересного там было? Ну ладно.
Хорошо, давайте я помогу. Мы увидели, что ответы на эти три примера были совершенно разные. То есть мы использовали одни и те же числа во всех примерах, но ответы были разные. Это очень важно. Когда у тебя есть сумма в скобках, возведенная в степень, например, 8 плюс 7, это не то же самое, что сумма степеней. То есть 8 в квадрате плюс 7 в квадрате. Это разные вещи. Спасибо, что акцентировал внимание, кстати. Это классно. Это правило называется квадрат суммы. Изучение этого правила будет впереди. Но уже сейчас можно понимать, что а плюс b в скобках в квадрате не равно а квадрат плюс b квадрат. Блин, офигенно. Смотрите, он мне еще взял и объяснил, что впереди меня ждет, и что это, разные получаются эти вычисления. Теперь давай попробуем решить следующий пример под буквой b. Он выглядит так. С какого выражения начнем? Ой, он мне еще предлагает выбор. Ребят, я, наверное, на этом демонстрацию этого задания закончу, а потом, чтобы вам еще тут показать, что с этим репетитором можно делать. А давайте мы заведем еще один чат и попробуем с ним что-то рандомненькое поговорить. Так, давайте я ему сразу представлюсь. Ольга. Нам не всегда нужно заводить отдельный чат на каждую тему. Мы можем вообще общаться в одном чате там весь год. То есть всю эту алгебру проходить, и он будет запоминать наши диалоги, что мы с ним там делаем. И, то есть там, если вы что-то будете недовольны чем-то, то он это запомнит и будет использовать в том же диалоге. Хорошо, так... Я же уже представилась. Ладно, давайте ему еще раз представимся. Так, что сегодня интересует? Что меня интересует? Давайте зададим ему какой-то рандомный вопрос. Не знаю, захотят ли дети вообще такое задавать. Но вдруг у кого-то любознательные дети, и они хотят узнать, что не входит в программу. Давайте просто спросим, зачем нужна алгебра? Так, и покажу вам еще кое-что важное после того, как он нам тут что-то ответит. Так, хороший вопрос. Алгебра — это как язык, только не для общения, а для решения задач. Она помогает нам описывать и решать проблемы, когда мы не знаем точных чисел, а используем буквы. Кстати, классное пояснение вообще. Например, если ты хочешь купить несколько одинаковых ручек, но не знаешь их цену, алгебра поможет тебе составить уравнение, чтобы найти стоимость одной ручки. Так мы учимся мыслить более логично. Понятно, зачем мы изучаем? Да. Супер. Он ответил классно на вопрос, вполне себе доступно. Мне кажется, для ребенка 12-14 лет вполне отличный ответ. А теперь хочу показать вам что-то классное, если вы беспокоитесь о безопасности ваших детей в подобных условиях. Например, вдруг ваш ребенок захочет спросить нашего репетитора по алгебре не про алгебру, а про что-нибудь запрещенное. Там, я не буду сейчас тут демонстрировать там какие-то совсем запрещенные вещи. Например, я его спрошу, где скачать взломанную игру. И посмотрим, что он нам на такой вопрос ответит. Вообще не по алгебре, да, вопрос. И посмотрим, как он будет себя вести, если вы переживаете на эту тему, что нейросети никто не контролирует, и мало ли, что ваш ребенок там может спросить. Ага, и вот он нам говорит: Ольга, извини, но я не могу помочь с этим вопросом. Моя задача — помогать тебе с алгеброй для 7 класса. Давай вернемся к нашей теме. С чего ты хочешь начать? Повторим дроби или сразу перейдем к буквенным выражениям? То есть, видите, он меня возвращает. Хорошо. Может быть, его что-то другое... Давайте я спрошу у него, как купить пиво. Я такой плохой ребенок, который пишет всякую фигню. Если мне нет 18 лет. Ага. Ольга, мне очень жаль, но я не могу отвечать на такие вопросы. Моя задача — помогать тебе учиться, а не обсуждать вещи, которые не относятся к школьной программе. Давай вернемся к алгебре. Может быть, начнем с 1 главы?
дроби и проценты? Блин. В общем, если вы переживаете, что ваш ребенок тут какую-то запрещенку будет спрашивать, то не переживайте, здесь все предусмотрено. То есть, как бы я не хотела его спровоцировать на какие-то странные ответы, на какие-то отвлеченные темы, он мне просто этого сделать не позволит. Ну, на этом, я думаю, демонстрацию нашего репетитора можно закончить. Друзья, как вы поняли, репетитора, в принципе, создавать несложно. Достаточно заполнить всего 3 поля, названия, чтобы вам было удобно определять, что это. Дать ему инструкции. Здесь можно по какие-то подробности прочитать, кстати, какие инструкции можно давать. Прикрепить в базу знаний какие-то дополнительные материалы, по которым он будет обучать вашего ребенка. Но, как вы догадываетесь, дело все в различных тонкостях. Посмотрите, например, какого размера у меня здесь инструкция. Мы с вами на примерах, когда смотрели, дали совершенно небольшую инструкцию, но все дело вот в этих вот тонкостях, как вы пропишете все вот эти вот моменты, как ваш бот должен общаться с вашим ребенком. И в видео я вам не показывала все инструкции целиком. Вот они у меня прописаны. Они у меня прописаны таким вот целым паком. И я готова ими с вами поделиться. Чтобы не загромождать видео, я не хотела писать это прямо в записи, это все. Но я готова с вами поделиться этими инструкциями совершенно бесплатно. Единственное, что от вас требуется, для того, чтобы и мне было интересно с вами делиться, вам нужно написать осмысленный комментарий к этому видео. Это очень сильно поможет в продвижении этого видео и моему каналу воскресающему. Вот. Мне поможет делиться с вами еще какой-то полезной информацией на тему нейросетей, как это может помочь вообще в жизни, на конкретных совершенно примерах. А также, что вам нужно сделать? Значит, вы пишете под этим видео в YouTube осмысленный комментарий, что-то вроде 6, B15 и так далее, не принимаются. После того, как вы написали комментарий, отправьте, пожалуйста, ссылочку на ваш комментарий мне в телегу. Куда отправлять, все будет написано в описании к видео, смотрите ниже. Вот. И когда я увижу ваш комментарий, прочитаю, то я вышлю вам в том же Телеграме документик с конкретно инструкциями вот к этому боту. А вы уже по аналогии сможете сделать своего бота на любой предмет, любой класс. То есть вы читаете инструкции и перепишите то, что вам нужно, и сможете их даже дополнить. А если среди вас есть люди, которым эта вся тема показалась интересной, они бы хотели такого же репетитора завести своим детям, но уже совсем не хочется заниматься настройкой Google аккаунта для ребенка, настройкой этого бота, прописыванием каких-то инструкций, искать эти учебники, которые должны быть в текстовом формате. Текстовом это как? Это когда у вас PDF, но при этом можно выделить текст, потому что если вы сгрузите туда учебник, в котором текст не распознан, то бот не сможет его использовать просто для вашего ребенка. Так вот, если вам не хочется всем этим заморачиваться, но при этом бота такого иметь хочется, тоже напишите мне, пожалуйста, в Telegram, ссылка в описании, и за небольшую плату я сделаю для вас настройку по конкретному предмету. Цены и все условия, как получить эту услугу, будут ниже в описании. Все смотрите внизу. Ну, а сейчас я, наверное, с вами прощаюсь. Была рада видеть всех, кого знаю и кого не знаю. Рада тому, что мне было чем с вами поделиться. И надеюсь, эта информация была для вас полезной. Всем пока!